Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У меня сейчас завтрак, 10 часов утра, как всегда, кофе, каша. И потом буду продолжать уборку. Я показывала в прошлом влоге, собственно, поэтому у меня сейчас такая термосалфетка, хотя здесь, в принципе, все чисто, но все равно походные условия на кухне. Я сегодня встала, у меня здесь сушилась посуда, которую я мыла, поэтому как-то не располагает. У меня сейчас варится кофе, я попью кофейку и буду дальше убираться. Вот с антресоли достала блюдо, как видите, все в пыли. И это при всем при том, что все было, там закрытый шкаф, все дела. С обратной стороны вообще прекрасно выглядит, как будто блюдо не мыли. Но его ставили чистым. В общем, вот тут у меня лежала в коридоре посуда на антресоле, как раз выделила. И, в общем, сейчас буду здесь все протирать. Вытащила контейнеры, эти самые разделители икеевских, тоже нужно либо помыть, либо протереть, но, в принципе, протереть будет достаточно. Для этих целей у меня, как всегда, антисептик, мой любимый. Тут перенесла всю чистую посуду. Вот не знаю, как это будет видно, то есть вот я начинаю только наносить и средства, и большая часть загрязнения, она уходит. Ну, впрочем, это, конечно же, просто пыль, которая, летом же все равно в квартирах отопление везде отключают, то есть как бы перепады температуры, то есть это не жир, ничего. Хотя жирные пятна я тоже отмывала, и как бы все хорошо. То есть мне очень нравится вот эта легкость. Еще раз решила намазать блюдо антижиром. С этой стороны, в принципе, уже так, на всякий случай. И сейчас помою с обратной стороны, потому что там тоже и пыли много. Конечно, я не всю посуду мою антижиром, безусловно, но какую-то достаточно просто протереть. Но вот особенно те тарелки, которые лежали сверху, хочу мыть более тщательно. А что-то приходится еще и зубной щеткой, потому что вот эти вот тарелки всякие стеклянные, или которые хрустальные и тому подобное, все это там забивается в узоры, и лучше всего зубной щеткой убирать пыль, и тому подобное. В основном пыль, конечно же. Это тут вот комплект у меня прозрачных тарелок, а также такой большой комплект, не знаю, насколько, на 6, наверное, персон. Там плоские тарелки, глубокие, овальное блюдо, еще для соли и перца. Еще вот такие небольшие стеклянные тарелки, тоже разной формы, с разным узором. И на некоторых настолько попала пыль, что нужно прям по несколько раз намазывать более тщательно, потому что где-то что-то не заметишь. Хотя средство прям супер хорошее, сильное. Но вот видите, некоторые блюда я спокойно могу помыть и жидкостью для мытья посуды, а вот какие-то, да, нужно более сильными средствами и зубной щеткой. Потому что бывает так, что я там смываю, смотрю, еще где-то пыль забилась, потому что что-то пропустила. Но я рада, что нашла наконец-то время на такую уборку. Вот еще принесла всякое разное. А сейчас решила повытирать посуду, так как места мало и на одном, и на другом столе, и в сушилке, а посуды много, поэтому
нужно немножко ускорить процесс, освободить место и мыть дальше. Это как раз комплект. Очень, кстати, красивый, такой какой-то с осенним рисунком. Сейчас надо пропылесосить в икеевском контейнере, потому что он там на стеллаже на балконе, и, конечно, бывало, что и цветы сыпались. И еще один контейнер. Ну вот, все пропылесосила. До Нового года я разбиралась вот в этом шкафу, немножко все переорганизовывала и повесила вот так кружки. Но я сказала, что это не окончательный вариант. Соответственно, сейчас, когда я перемываю везде посуду и собираюсь тоже везде переорганизовывать, то здесь все будет по-другому, более удобно. Сейчас покажу. Ну, во-первых, здесь у меня лежат всякие салфетки, полотенца, скатерти, и в этом контейнере вот эти одноразовые там перчатки, коврики для выпечки, пакеты и тому подобное. Ну, во-первых, не скажу, что мне здесь очень это удобно, с другой стороны, это удобно рядом с кухней, нужно и взяла. Но я решила, что полотенце пока временно я положу на балконе в контейнер икеевский на стеллаже. Ну, конечно, придется туда постоянно ходить, но с другой стороны, я для чего делала красивый балкон, красивую полноценную комнату, чтобы туда не заходить. Вот. Да и контейнеры будут забиты не чем попало, а хотя бы нужными вещами. Но это именно такой временный вариант. Пакеты, пока я не знаю, скорее всего, тоже временно, на буквально пару дней, тоже где-то поселятся там в контейнере, а потом я непосредственно на кухне освобожу один из ящиков. Так, ну, в принципе, наверное, лучше вспышку, конечно, включить. Ну, вот, в общем. Так, все тряпочки поместились вот здесь, хотя у меня огромное количество совсем новых. Их очень много, я даже не буду показывать масштаб катастрофы. Просто вот здесь именно собраны тряпочки всякие, знаете, вот эти маленькие, уже старенькие полотенца, но мягкие, приятные, то есть чтобы убираться, там насухо что-то протереть. Ну, вот здесь вот совсем то, что в полосочку, да, и так далее, это совсем новые комплекты, но которые мне нравятся, актуальны. Там еще какие-то полотенчики новые. Плюс еще вот когда что-то там, допустим, пижамка, еще что-то уже вышло из строя, порвалось, да, я режу на тряпки, их уже я даже не стираю. То есть, если это я стираю, я могу даже прокипятить иногда, потому что я рассказывала, но глупо на 95 градусах там стирать тряпки, ну и потом у меня не набирается их всегда такое количество, чтобы забить даже мою небольшую стиральную машинку. Поэтому мне проще час прокипятить, но это я делаю, может, раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев. Вот, а именно тряпки вот такие, то, что я там порезала что-то, то это, конечно, на выброс. Но зато тоже как бы вторая жизнь, да, для них. В общем, это я сейчас отнесу на балкон. Ну, в общем, как-то так. Потихоньку все расставляю по местам. Ну, прям не точно так будет. Тут просто я думала большие блюда все поставить сюда. Но они категорически не хотят все тут стоять, потому что абсолютно все весят по многу. Поэтому я решила, что тут будут 3 горшочка стоять, хотя красный я вообще-то буду от него потом избавляться. А эти 2 стояли на кухне. Будут стоять пока здесь. Но там посмотрим. Немного все переставила, горшочки пока стоят там. Туда поставила 2 вазы. Потому что ваз у меня много, пользуюсь я ими редко, только если появляются искусственные цветы. Живых у меня не бывает, я их не люблю. Поэтому 2 этих тяжелых блюда вот так будут стоять, и этот горшочек пока тоже тут. Тарелки сюда поставила. Ну, там пивные кружки, вот это блюдо я пока не знаю, это вот набор который. Кстати, вы знаете...
Вот, вот этот вот набор красивый, он современный и немецкий, по-моему, я говорила. Так вот, я сейчас стала смотреть большие тарелки, и одна, она как бы бракованная. Она, у нее как бы дно немножко выгнуто, потому что я не могла понять, почему стопка одинаковых тарелок шатается. Еще емкости для соли и перца из этого набора поставила. На этом ситечке было много чайного налета, и тоже антижир справился. Начала перемывать рюмки, бокалы. Ну, естественно, что тут я никакого антижира и прочего использовать не буду. Достаточно обычной жидкости для мытья посуды, потому что просто все запылилось. Ну, есть пара этих самых рюмок и несколько этих самых вазочек таких, которые требуют действительно более сильного средства, как-то уж так получилось, а все остальное слегка только. И я в любом случае, то, что все рюмки, все бокалы чистые, они вообще практически не используются, но я зубной щеткой вот здесь вот прохожусь, потому что пыль забиваться может и туда, поэтому вот это действительно. Помыла только небольшую часть, еще не все, что принесла, и предстоит еще принести там другие рюмки. Но я сейчас пойду освобождать сервант полностью, чтобы вот это можно было протереть и поставить, потому что сохнуть будет так до бесконечности. Сейчас 4 часа ночи, но я решила все расставить, здесь уже все перемыто, всякие безделушки я убрала, практически все, оставила только то, что, ну, сочла нужным здесь оставить, так что как-то так. Тут сервизы, тут всякие минажницы, салатники, креманки и подобные кружки, вот наверху. Чисто кружки и те самые, ну, тоже креманки несколько штук. Там еще вот зеленые чашечки красивые. Вот. В общем, как-то рюмки разные. Я, честно, не фанатка все это расставлять, но пришлось. Так, сюда поставила вот такой кувшин с рюмками. И оказалось, что у меня, короче, вот эти вот гномики стояли вот там. И каким-то образом, я не знаю, то ли я что-то двигала и прикоснулась к обоим. И видите, что получилось? Это, конечно, для меня стресс. Да, кстати, на черном пыль видна. Я ее вот протирала перед тем, как это поставить. Ну, тут, в общем, масса будет всяких перестановок. В теории, чтобы не видно это пятно, можно так сделать. Это пока сюда поставила. У меня еще такое большое есть дерево. Парфюм собрала, все. Тут надо перемыть тоже завтра уже, ну точнее сегодня, все эти пузырьки будет. Ну, тут еще масса всего, чего я хочу убрать. Вот там еще всякие флакончики. Ну, постепенно этим займусь в течение дня. Тут еще много посуды, которую, кстати, также надо убрать. И завтра надо протереть еще эти самые стекла как следует. Потом лестница, вот эта стремянка, перекочует в другое место, чтобы была, ну, не видно ее было. Мне очень нравятся вот эти вот, ну, для специй, чайнички. Заснула я в 5 утра, встала, ну, можно сказать, в 2:30, ну, в 2, пока я там приготовила завтрак. Ну вот, села есть. Сегодня разнообразила кашу еще и зеленым луком. Ну и буду убираться дальше. Ну, легла я спать поздно по разным причинам, немного нервничала, но зато уже в серванте все расставила, а это большая часть дела. Кстати сказать, вот эти коврики, они были абсолютно новые, я вот до Нового года и сейчас ими пользуюсь. Написано, что ими можно все протирать, и
сушить посуду, все такое. Но вы знаете, они мне не понравились. Когда они высыхают, даже вот я их расправляю на батарее, они потом вот такие вот. Мне это очень не нравится. Плюс под ними, когда вот сушишь посуду, все такое, а потом, когда снимаешь, какой-то как песок, что-то такое образуется. Это тоже нехорошо. Да и вообще у них масса минусов. Вот те тоже фиксовские, ну, коврики, они гораздо лучше. Эти я даже бы в стиралке не стала стирать. Ну, не знаю, может быть, в принципе, если их намочить и действительно что-то ими протирать, может быть. Но не знаю. Ладно. Значит, уборка потихоньку так, ну, с посудой, по крайней мере, выходит на финишную прямую. У меня стояла на полке с чаем 2 банки. Одна протеин, это я заказывала с iHerb. Кстати говоря, ну да, сейчас вроде заказать только, наверное, через посредника, но суть в том, что вот этот протеин, это изолят даже, он просто суперский, потому что я специально брала без запаха, без всего, без всякого вкуса. В общем, он прекрасен, просто чистейший протеин. Ну, у меня там осталось немножко, поэтому я вот в баночку переложила в маленькую, ну, потому что действительно такая громадина. И был полисорб. Ну, вы знаете, я люблю полифипан в качестве энтеросорбента, потому как здесь лигнин, как... нет, здесь даже лигнина нет. Лигнин... в антигнине есть, но это тоже ерунда. Самый лучший это полифипан, такой черный порошок, а это вот белый. Тоже осталось немножко. Я его покупала в то время, когда полифипан было не достать. Сейчас можно на Здравсити заказать, вот. Почему-то в других аптеках его не продают. И раньше оно было питерское средство, а сейчас где-то в другом месте выпускают. Ну, неважно, оно такое же классное, как и было. Единственное, что банки я выбрасывать, скорее всего, не буду. Я сейчас уберу их в шкаф, где все хранится для творчества. Ну, у меня сейчас нет времени этим заниматься. Скажем так, дам шанс им пару месяцев. Если я ни для чего не приспособлю, значит, соответственно, выброшу. Я всегда так поступаю с вещами. Я, как бы, знаете, за вещи сильно не держусь. То есть, ну, вот. Но это объективно может пригодиться. Сейчас только надо единственное, что хотя бы сверху их протереть, а может быть и помыть. Ну, а это поставлю, где стояли вот эти банки. Вот это вот прозрачное, это у меня кувшин для воды. Я покупала в Леруа Мерлен. Стоил меньше 100 рублей. Ну, сейчас, по-моему, подорожал, но тоже есть. Знаете, я не советую. Потому что, ну, во-первых, очень плохо закручивается крышка. Ну, с ручкой, с носиком. Во-первых, со временем еще и резинка портится, высыхает. И, соответственно, нет резинки, значит, все будет мимо литься. Да и крышка закручивается так ненадежно, что кувшин может просто упасть и разбиться, и вода разольется. Короче, будут проблемы. Мне это не понравилось, естественно. Но сама банка хорошая. Она, видите, даже можно крышку какую-то подобрать. Я буду использовать просто как банку для чего-то. Для воды я взяла вот такой вот чайник. У него, кстати, крышка потеряна, но воды я пью много, так что не проблема. Вот уже нацедила, поставлю, будет очень удобно. Всегда будет запас воды. Вот будет стоять в шкафчике, где у меня хранится хлебопечка. Ну и здесь вот всегда как-то так повелось, фильтр и, ну, какой-нибудь кувшин для водички стоит. Эта полка у меня открытая, но, в общем... Меня все устраивает. Также я помыла здесь всякие вот 2 блюда таких больших. Одно стеклянное, одно хрустальное. И еще вот такая вазочка. Я обычно в ней какие-то пробники косметические храню. Да и здесь у меня свечки, всякий декор стоит. Ну, тоже все помыла. Чайник частенько использую, тот тоже помыт. Вот этот вот кувшин, ну, я его вчера с антижиром внутрь заливала, много раз прополаскивала водой, сегодня залила
уксус, соду тоже, но я хочу купить еще ёршик, чтобы прям как следует. Там практически все отмылось, но нужен будет ёршик. Потому что я пыталась как-то взять длинную такую палочку, намотать тряпку, но, знаете, что-то не очень получается. Ну и сейчас буду заново все организовывать здесь, уже более удобно. Вот. Единственное, что нижнюю полку я вот эту оставлю со всякими бытовыми средствами. Правда, бутылочки я под ванну уберу. Но пароочиститель будет стоять здесь. Для заточки ножей прибор тоже. И ведро мне ставить некуда. Ну, я просто к тому, что я не ставлю ничего там в туалете сбоку. Ну и так далее. Мне это не нравится. Если, ну, я не знаю, как вариант, может быть, как вариант, поскольку, если он влезет в ведро на икеевский стеллаж, на балконе ведро, то тогда там будет храниться. Я лучше схожу на балкон, лишний повод туда выйти, потому что вот как бы там красиво не было, я туда выхожу редко. Ну, в общем, как-то так. И самое основное, это вот эти вот держатели для кружек, для всяких штук. Ну, вот это для кружек, это вообще для полотенец бумажных. Разделить на 2 полки. Потом еще любимый приедет, я попрошу, чтобы он мне вот их прикрутил, потому что, видите, они как бы отходят от веса кружек. Там, где вот крючки, там с краю прям действительно предусмотрено, чтобы прикрутить. А вот на этих не предусмотрено, так как и вес такой не предусматривается. Ну, в принципе, тоже, наверное, что-нибудь придумаем. Ну, или просто не буду нагружать. Да, еще сейчас надо помыть сахарницу. Ну, просто я с сахаром не пью ни чай, ни кофе. Вот любимый, да, приезжает. Вот у него здесь 2 кружки. Я их раньше никому не давала. Это были папины кружки. Ну, Андрею дала эти кружки, конечно же. Вот, он пьет с сахаром. Поэтому надо сейчас помыть, высушить, ну и так далее. И засыпать как раз-таки сахар сюда. Открыла в коридоре шкаф. Здесь у меня куртки висят, а здесь, ну, всякие контейнеры, которых великое множество. Сейчас все здесь пыль протерла, и буду теперь аккуратно складывать. Пароочиститель поставила в этот шкаф и точилку для ножа. Пароочиститель нужно помыть. Перед Новым годом я всю бытовую технику мыла, но вот как раз пылесосами, пароочистителем я не занималась. Но это еще впереди. Здесь у меня хранятся всякие контейнеры, корзинки, контейнеры, которые я не использую. Но очень хорошо, что я тут все перебрала, так как... Ну, в общем, кое-что мне потом пригодится. И, кстати, тоже нужно помыть, но чуть позже. Самое главное, что я в шкафу, где есть вот, ну, лежит посуда в икеевском, теперь освободилась еще целая полка. В одном из органайзеров я сложила вот тот шкаф, который, да, я сейчас показывала. Вот в нем хранились для моющего пылесоса набор, но это для сухой уборки, а тем пылесосом можно как сухую, так и влажную делать, даже вот со всеми влажными, скажем так, принадлежностями, тем более для сухой у меня еще Samsung и вертикальный пылесос, плюс некоторые насадки для пароочистителя. В общем, все будет здесь храниться. И сейчас я для мытья полов, ковров и так далее на балкон все отнесу. А это обои, жидкие обои в сухом виде, в разведенном. Они лежали вот в этих больших пакетах, тоже вот в контейнере. Кстати, прекрасно сохранились, но пакеты я все равно сейчас буду расхламляться.
кое-что повыброшу, они мне пригодятся, эти пакеты, и уже потом на помойку. Вот. Это я положу все, что для ремонта, на антресоли. Так, вот этот пакет, это в Питер пакет. Там лежит моя такая ветровка. Ну, она на осень, на весну, знаете, когда уже не тепло, но еще и не холодно. Хорошая такая ветровка, но у нее уже немножко такие рукава пошарпанные. Для дачи будет идеальный вариант. Плюс у меня вот для мытья посуды вот в клеточку стоит такая ванночка. Ну, мне ее хватит, а в Питере такой нет, поэтому тоже пойдет туда. Плюс маленькая корзина для белья. У меня здесь такая зеленая, а это цвет такой красноватый, он меня не устраивает. А там корзины нет. Идеально. Плюс еще 2 контейнера туда пойдут. Так, свет я, конечно, зажгла, но все равно то самое. В общем, вот здесь все поместится. И еще место осталось. Дело прям продвигается. Я взяла 2 таких ведра. Они у меня стояли как раз в икеевском контейнере. Я их сейчас туда верну. Надеюсь, что, может быть, они как бы 1 на 1 стояли. Я попробую их. Может быть, они как-то 2 влезут. Посмотрим. Я собрала здесь всякие копилки, свечки, статуэтки. В общем, символы года. Ну, потом пригодится, естественно. В копилках даже там всякая эта мелочь лежит. Но это лишние пылесборники. То есть само-то по себе все хорошо. Но я считаю, что вот будет тот или иной год, и можно выставить. Исключение составляют всякие мышки. Ну, к мышкам у меня и мама, и папа, и я неровно как-то дышали, поэтому, ладно, мышки пусть стоят, я их сама очень люблю. Ну, как бы, новогодние я еще не собрала, новогодние я уберу в чемодан икеевский к елочным игрушкам, но это пока пусть лежит. Вот эти вот фрукты, ну, там бананы и яблоко мы давно выкинули, а вот это все, ну, в принципе, в нормальном состоянии. Ну, я, скажем так, дам им полгода, год, может быть, какие-то фотографии буду делать для декора. Посмотрим. Но если не пригодится в течение, там, 6 месяцев, может быть, года, то я их, как бы, ну, выкину. Наверху теперь вот так. Я там вот на самом верху тарелки все-таки забрала и переложила в другой шкаф. Ну, а здесь пока вот так. Но меня устраивает, потому что все в доступе. Здесь вот так. Тут тарелки. А здесь у меня стаканы, маленькие емкости и чайники. Тут еще коричневый стоит, я просто заварила в нем чай. Вот. А нижняя полка пока свободна. Я туда, скорее всего, поставлю кастрюльки, которыми я пользуюсь. Скорее всего. С балкона принесу некоторые запасы крупы, которые у меня там лежали временно. И уберу там, где сейчас лежат кастрюльки. Ну, а в этом шкафу я до отъезда в Питер убиралась перед новогодними праздниками. Тут, в принципе, все в порядке. Я тогда перемывала всю технику. Кто не видел, можете посмотреть, кому интересно. Сегодня, получается, я опять не спала всю ночь, но если вчера я в 5 легла, то сейчас 5:26, и я еще не ложилась. В общем, тут вот у меня в балетном зале такой икеевский длинный стол на колесиках. Здесь все было по-другому, я все убрала. Но это тоже временный вариант, ну, пока так. У меня был вот такой комплект посуды. В принципе, он очень тяжелый, мне не нравится рисунок, но избавляться я от него пока не хочу, но хранить его, знаете, тоже как-то проблемно. Ну, а здесь нам как раз с ученицами пить воду в самое то.
Но занятия у меня индивидуальные, поэтому как раз 2 чашки. Как видите, тут поднос, 2 чашки, чайник и там, соответственно, вода. Рисунок мне не нравится, но зато именно цвета — это прям мое. Вот, так что тут вот эти 2 вазы поставила, свечки. Ну, свечку я вот эту использую скоро. Ну, и, в общем, как-то так. Вот это все будет убрано, потому что цветы у меня тут редко висят. Что-то будет другое. Тут у меня висели в кашпо искусственные цветы. Я их убрала. Я это сделать собиралась уже давно. Там у меня только гирлянды, но тоже потом все изменю. Я не хочу, чтобы здесь были цветы. Здесь будет нечто другое. В спальне комод икеевский. Так, что тут такое? В общем, тоже все поменяла. Ну, здесь вот эта большущая ваза стояла. Гжели здесь не было. Были мягкие игрушки. Я их завтра расставлю на балконе, посажу на диван. Цветы надо будет помыть, потому что тут я все протерла, а цветы мыть не стала. Цветы, листочки, но на них пыль, поэтому завтра я этим займусь. У меня уже, ну, точнее, наверное, сегодня просто у меня уже нет ни сил, ни желания, ничего. Вот, но в целом пока вот так вот будет. Потом, когда я всю новогоднюю атрибутику уберу, то вот эта тарелка переедет сюда, а здесь будет стоять зеркало такое винтажное, наверное. Ну, тут все как и было. Тут протерла пыль. Вот в этой коллекции у меня вот такой котенок с розовым носом появился. Вот эти зверюшки, 2 собаки, рысь, котенок, они как бы не мяукают, а вот этот мяукает. Это мне любимый подарил. Все, как я люблю, в кавычках. Ну, я уже рассказывала, ага, прям. Пылесборник, кошка, вообще все самое то, мяукающее. Ну да ладно, в принципе, милота. Тут тоже много чего убрала, что-то поставила. Мышиная гвардия далеко не вся, но кое-что. Вот это принесла с балкона. Такую, но раковина открывается. Вот этот поставила комплект сюда. Ну, статуэтку потом я ее уберу. Всю туалетную воду я перемыла, все флакончики. Но, правда, это не вся туалетная вода, но то, что стоит здесь. Так, здесь вот тоже. Вот то зеркало будет на комоде, скорее всего, стоять. Тут пока так и так. Ниже показывать не буду по некоторым причинам. На балконе бардак, куча игрушек. На столе вон здесь книжки. Ну, это я буду днем убираться. Вот, кстати, еще одна мышь. Там вон лягушка. Мне еще нужно будет вот здесь вот разобраться. Потом я здесь хочу освободить один ящик. И то, что у меня тут временно куча всякой пряжи, я хочу комод, вот гладильный этот, освободить, туда положить постельное белье, именно то, которым я пользуюсь постоянно, и полотенце, вот то, что... Просто дело в том, что у меня на шкафу в икеевских этих ящиках у меня там белье, которым я не пользуюсь, ну, в теории, которое нужно, но я им сейчас не пользуюсь, и в комоде лежит все, что мне необходимо, вот, но тоже все не задействуется, поэтому вполне можно вот сюда переместить самое необходимое, самое используемое, а пряжу, например, туда убрать. И вот в верхнем узеньком ящике я хочу сделать аптечку, чтобы в коридоре у меня там освободилось место. Но этим всем я уже буду заниматься потом,
Ну и покажу, наверное, в следующем влоге. А это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 рыжие 3 Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Всем пока-пока.